Государственный музей-заповедники Павловск установили истинный вид оскверненных памятников архитектуры. Напомню, 22 апреля группа подростков из 7 человек краской нанесла на объекты культурного наследия надписи и рисунки с фашистской символикой. Злоумышленники были задержаны на месте преступления патрульной службой, охраняющей музей-заповедник. До этого года у нас такого не было. Это вообще на памяти тех, кто давно работает, вообще впервые. Ну, рисуют что-то там, нарисовали там амурчика там или стрелочку с сердцем, ну, нарисовали, написали какую-то там ерунду, там, ну, я не знаю, даже матерных слов у нас не встречалось. Но так, чтобы фашистская символика была нарисовать, это впервые, это просто всех потрясло. Мы были все возмущены, конечно, и потрясло то, что вот это произошло год 65-летия. Поразило, очень поразило. Ну, слышали вы. Я прямо не представляете, Господи. Просто сразу все опять припомнилось. Павловский дворец и парк обязаны жизнью двум женщинам. Одна их родила, другая их возродила. Одна – императрица Мария Федоровна, жена Павла I. Другая – дочь питерских рабочих. Ей было 28 лет, когда в сентябре 1941 года она была назначена директором музея и руководила эвакуацией ценнейших экспонатов. Ей исполнится 42 года, когда в 1955 году откроется первая послевоенная выставка в частично восстановленном дворце. Ей исполнится 66 лет, когда восстановление Павловского дворца и парка посчитают законченным и отстранят от должности директора. После этого не пройдет и года, когда она уйдет из жизни, и действовавшие против нее люди постараются оклеветать, а затем и стереть память об этом человеке. В августе 1941-го для тех, кто занимался эвакуацией в Ленинграде, каждый день, каждый час были на счету. Но почему из Павловска вывезено так мало экспонатов? Гораздо меньше, чем из других пригородных музеев. Чтобы разобраться в ситуации на месте, Управление культуры посылает в Павловск Анну Зеленову. Вот что Анна Ивановна вспоминала об этих днях. После тревожных дней в Ленинграде Павловский парк поразил своим покоем. Все как в мирное время. И вдруг начинаю замечать небывалое. Гладкий плац перед дворцом исполосован следами телег и машин. У каменных крылец рядом с вазами навалены доски. Впервые за 10 лет, отработанных в музее, вхожу в вестибюль со странно сжавшимся сердцем. Темные фигуры египетских статуй показались мне живыми. Они стояли, как при объявлении воздушной тревоги, плотно прижавшись к стене. Почти всю мебель спустили из верхних этажей в нижний. Получился гигантский костер из музейной мебели. В нем всюду были понатыканы пакеты с мелкими экспонатами. Проводили консервацию вместо эвакуации. Была проделана гигантская и ненужная работа, потеряно драгоценное время.
Бессмысленно было предъявлять претензии. Мне пришлось принять все мгновенно, молча, как трагическую данность. Анну Ивановну назначили ответственным уполномоченным по проведению спецработ, потому что она как специалист знала коллекции музея, знала коллекции парка, сооружения парка, сам парк, великолепно знала архив музея исторический, архитектурный. А директор, который работал с января 1941 года, Микрюков, он был хозяйственником. И, конечно, ему нужен был профессиональный, квалифицированный помощник. У него была бронь на то, чтобы не идти на призывной пункт в 1941 году, когда началась война. Но, тем не менее, после победы спецотдел потребовал явиться всех директоров пригородов, которые работали в 1941 году по эвакуации, и объяснить, почему они не пришли на эвакуационные пункты. Их причислили к разряду дезертиров. Особо опасно. Это в 1945-м. И к числу дезертиров причислили и Микрюкова, предшественника Анны Ивановны Зеленовой. И она, узнав об этом, сделала все, чтобы вытянуть его из этой истории. Его не посадили, но отправили куда-то далеко руководить колхозом. Это были дни невероятной спешки. Главным ее помощником в эти дни был Николай Викторович Вейс, хранитель музея. Экспонаты поначалу вывозили на вокзал, но в сентябре железнодорожное сообщение Ленинграда с остальной стороной было прервано. Теперь экспонаты на машинах отправляли в Исаакиевский собор. Но что было делать с античной скульптурой? Тяжелая и хрупкая, она стояла в опустевших залах и была так хороша, что страшно было к ней прикоснуться. Отправить ее в далекий путь не решились, но и в залах оставаться ей было нельзя. Античную скульптуру из дворца решили спрятать в подвале. Скульптуры в парке зарыли на газонах вблизи их расположения. Ранний листопад надежно замаскировал укрытие. Ждали последний грузовик. Вместо него на плац влетела эмка. Из нее выскочил щуплый лейтенант и неожиданно сильным командирским голосом закричал: «Кто вы такие? И что здесь делаете?» «Я директор музея, эвакуируем экспонаты, ждем машины». «А вы знаете, что Павловск уже давно не обороняют? Это уже не фронт и даже не передовая, а немецкий тыл. Никаких машин больше не будет». Пора было уходить. Вечером 15 сентября, когда немецкие мотоциклисты уже находились в парке, Анна Зеленова и Николай Вейс покинули дворец. Позже в оккупированном Павловске в местной газете немцы опубликуют фальшивое сообщение: коммунист Зеленова повешена за ущерб, причиненный Рейху. Они пробирались из захваченного Павловска в Ленинград всю ночь, окольными путями, плутая, попадая под обстрел. Сначала к станции Александровка, потом в сторону Колпина. Легкие дамские туфли на ногах и близорукость не позволяли Анне Зеленовой быстро передвигаться. В городе они оказались только утром. А в ленинградском подразделении НКВД уже лежал донос секретаря местного райкома партии. Анна Зеленова осталась в Павловске и встретила немцев банкетом в розовом павильоне. Сюда вещи из пригородных дворцов-музеев начали поступать где-то начиная с конца июля и буквально до последнего дня, когда город был окружен блокадой. Они сюда приехали в летней одежде, стараясь как можно больше захватить из тех ценностей, которые были в их музеях. Но
Жить-то им пришлось в самых тяжелых условиях. Первые дни блокады был прорван водопровод, и вот эта вода попала и в подвал Исаакиевского собора. И здесь стояли лужи глубиной до 5 сантиметров. Ну, все, что могли, сотрудники, конечно, вычерпали, но, к сожалению, не окончательно. А жить им пришлось именно здесь. Температура довольно быстро опустилась до где-то 3-5 градусов Цельсия. Влажность была 100%, стены были все мокрые, на полу была вода. То есть это была фактически каменная пещера. С теплыми вещами было очень плохо. Поэтому в течение первой зимы здесь от холода и голода погибло 18 человек из 60, которые первоначально здесь находились. Но вещей было тут порядка 120 тысяч. Основная масса экспонатов была расположена в зале, в ящиках из-под снарядов. Вот чего тогда этого хватало. Вот, ну, ящики иногда стояли штабелями до 6 метров высотой. И вот женщинам приходилось все верхние снимать, ящик вынимать, вещи вытаскивать, просушивать, приводить в порядок и снова ставить их на место. Иначе путаница была бы такая, что потом, конечно, было бы не разобраться. На многих спасла, буквально. Это был как раз самый страшный период блокады. Она очень не любила вспоминать о блокаде, об эвакуации. Но единственное, она однажды обронила, что ей удалось похоронить погибших музейных специалистов в отдельных могилах, а не в общей яме. Это осколок, который попал в ключицу Анны Ивановны и перебил ее, и оставил шрам на всю жизнь, потому что это раскаленный осколок. Такой ожог у нее был вот так вот. Вот. И в 1942 году вышла ленинградская поэма Ольги Бергольц. Анна Ивановна это произведение купила и отослала матери в эвакуацию. «Родная моя, дорогая, знаю, что тебе не до стихов, но эти стихи ты прочти внимательно, по нескольку раз, потому что все это мы с тобой пережили и выжили». «Я берегу себя, родная, не бойся, очень берегу. Я город наш обороняю, со всеми вместе, как могу». И по приказу 1942 года, или по указу 1942 года, она была награждена медалью за оборону Ленинграда. Эти медали выдавали в 1943 году. Она считала ее самой дорогой наградой. Она очень редко ее надевала. При полном отсутствии честолюбия она просто вот светилась, когда видела эту медаль. В январе 1944 года была окончательно снята блокада Ленинграда. Павловский дворец загорелся на второй день после освобождения и горел 10 дней. Анна Ивановна найдет канистру в уцелевшей части здания. Эта канистра, как вещественное доказательство, долго хранилась в ее рабочем кабинете. Это слезы дворца, это вот раскаленный свинец, текла раскаленная крыша, и эта капля упала на фотоаппарат. Это ее первая докладная, и первым пунктом срочно разминировать дворец-музей.
Я тогда работала в Павловской типографии, ученицей и наборщицей. И вот в одно воскресенье как раз был яркий солнечный день, такое небо. Почему оно казалось мне ярким? Когда мы вошли во дворец, это было что-то ужасное. Ни потолка, ни крыши, стены обожженные, черные, и небо над головой. Это было страшно. Мы не раз приходили, мы каждое воскресенье что-то с лопатами приходили, самодельными, уже вытаскивали эти деревянные все эти части. У нас два мужчины без рук, ну, с одной, они сколотили такую тачку, и вот мы на тачке этот мусор вывозили. Ведь не было ни лошадей, ни машин, все руками, все вывозили это, все руками. Ну, вот. И вот она нам и объяснила, я-то у нее спросила, нет, Маша спросила, Маша Швитова спросила, а эти-то зачем? Она говорит, а по ним мы потом будем восстанавливать интерьер. Мы слова тогда еще интерьер не слышали. Вот приходят люди, и я им рассказываю, вы вот по этому лесу, вот по парку шли, вы можете поверить, что вот он таким был? Да ну, не верят многие. Я говорю, да, вот именно, вот таким мы его сажали. Конечно, не одни. Конечно, Анна Ивановна поехала, ну, наверное, она в Смольный пошла, наверное. В общем, из Ленинграда приехало, наверное, человек 100, таких же, как мы, подростков, таких же. И вот они все вот это сажали. Мы через толстый сук, там в основном уже тех дубов их заново посадили, перекидывали вот так канат и волоком тащили из ямы эту статую. Нас тогда было 18 девчонок, голодные, истощенные, но мы были все такие радостные, что после этой страшной войны мы жить остались, мы живы. Это не первый кабинет Анны Ивановны. Самый первый кабинет это был в парке под каким-то случайным навесом от фашистского блиндажа. И ее письменным первым столом была дверь фанерная на 2 пнях. И маленький пень березовый – это ее стул. Вот это были первые ее рабочие моменты в Павловске. И она подшила красную подкладку, когда, уходя в парк, телефонов не было, чтобы было видно. Где находится директор. Затем было приспособлено здание, его сейчас, к сожалению, нет, на противоположном берегу Славянки, недалеко от храма Марии Магдалины. Там был деревянный 2-этажный дом, разрушенный, но кое-как приведенный в порядок. И на 1-м этаже располагалась дирекция, научное отдел, на 2-м этаже жилые комнаты. Там жила Анна Ивановна, Наталья Ивановна Громова, главный хранитель Павловского дворца и автор основных фундаментальных трудов по залам дворца, по парковым объектам. И Ксения Ивановна Куровская была главным хранителем парка и организовывала реставрацию паркового ансамбля. Это первая елка для детей этих рабочих, освобожденные из концлагерей, угнанных немцами в Польшу. Самодельные игрушки. Дед Мороз – это Зоя Андреевна Вайс. Вот они дневали и ночевали у Анны Тимофеевны Зеленовой, у ее матери. Она за ними присматривала. Это Федор Федорович Олейник, это проект восстановления Павловского дворца. Это архитектор, которого она, еще шла война, а она пригласила для работы с фронта. Сабгир
Семен Моисеевич, которого Анна Ивановна привлекла в апреле 1944 года. Он руководил строительством военных аэродромов. Анна Ивановна сумела найти подход к его начальникам Министерства внутренних дел. И они в порядке нагрузки, они довели до 50-х годов, выполнив все основные общестроительные работы. Когда она вошла в класс, 5 класс, учеников послевоенной школы железнодорожной, мы все замерли, потому что наши учителя были такие же изможденные, такие же скромно одетые, и очень шумная наша детская аудитория не всегда даже и слушалась. А здесь вошла женщина в строгом черном костюме, белой блузе, в очках, такая вся какая-то особая, потому что мы замерли. Она поздоровалась с нами по-русски, а потом по-немецки. И мы поняли, это наша новая учительница немецкого языка. Отношение к немцам было неоднозначное после войны. Конечно, в каждой семье была беда и горе. Но вот Анна Ивановна помогла нам, детям, преодолеть этот барьер ненависти. Позже-то мы узнали, что главная основная работа была работа почти сутками на восстановление дворца. Мне хотелось быть похожими на них, вот вы знаете, даже не в профессиональных качествах, а похожими на них быть таких человеческих. Порядочность, понимание красоты, честность и, конечно, самое главное, трудолюбие для людей. Возвратившись в Павловск, Анна Ивановна узнает, что ее вновь назначают, но теперь уже не исполняющим обязанности директора, а директором Павловского дворца. Вообще в Павловске собирались в то время вокруг Анны Ивановны удивительные люди. Счастливым приобретением для Павловска, и это тоже заслуга Анны Ивановны Зеленовой, было приглашение художника Анатолия Владимировича Трескина. То есть он получил очень хорошее академическое образование, но его жизнь сложилась таким образом, что он в основном занимался реставрацией монументальной живописи. Не было в тронном зале живописного плафона, не было работы выполнена Гонзагой. Но вот его задумку мы предлагаем осуществить сейчас. И он убедил комиссию, что было, конечно, огромнейшей его победой. И уже в 1957 году работа была сделана. Тронный зал был в числе первых, которые были открыты именно в 1957 году. Лепной декор Павловского дворца выполнен на очень высоком уровне, потому что лепщики работали именно в той самой манере, в той методике, как работали их предшественники. И самое главное, они ориентировались на подлинные фрагменты. И вот бригадир лепщиков Иван Иванович Калугин впоследствии будет удостоен награды государственной премии. Когда открыли первые эти самые залы, был 55-й, 56-й, 57-й год, вот они открывались постепенно. Сама идея уже открытия этих залов продиктовала тот самый главный тезис, что Павловск начал жить музейной жизнью. Печей-то было 10% сохранилось, 10% сохранившихся, да. И в результате эти 10% сыграли огромную роль, когда создана была экспозиция во всех
музейных залах. Но для этого нужно было еще найти материалы в других музеях. Защитив методику по восстановлению дворца и парка, Анна Ивановна отказалась от ученой степени. «Нельзя зарабатывать ученые степени на такой всенародной трагедии, как война», – сказала она. Одно время она приглашала меня, вот, так сказать, в обеденный перерыв там, на чашку кофе или попить чаю. И вот это было не просто чаепитие, это были рассказы, так или иначе связанные с историей дворца. Очень много говорила о периоде войны, а сразу вот после того, что было, когда она вернулась в Павловск в 1944 году, я дважды или трижды стал записывать то, что она мне рассказывает. Она говорит: дайте-ка мне эти бумажки, но я ей даю. Она пишет: Зеленова, и дату. Я говорю: Анна Ивановна, а зачем это-то? Она говорит: когда я умру, вам никто не поверит. Мы с вами видим как бы генеральный штаб, директор с подрядчиком, с главным архитектором, с двумя главными хранителями. А вот над Анной Ивановной Анатолий Михайлович Кучумов, который становится одним из главных помощников Анны Ивановны по воссозданию уже экспозиций музея. Потому что работало ведь очень много. И участвовал в реставрации, и люди с разными характерами, с разными амбициями, с разным творческим потенциалом. Но центром, лидером была она в любой ситуации. Она очень внимательно относилась к людям, с которыми даже у нее бывали конфликтные ситуации. Очень непростые отношения были у нее с Анатолием Михайловичем Кучумовым, главным хранителем, но она ценила в нем, главное, его эрудицию, его знания. И многое ему прощала, чего, может быть, другой бы руководитель попытался бы избавиться, и все. Анна Ивановна не относилась к тем людям, которые делят славу. Да? Вот я эвакуировала вещи. Главное, что вещи были эвакуированы. А Анатолий Михайлович говорил: я эвакуировал, я. И Анна Ивановна была, конечно, человеком очень обаятельным. Она сразу к себе располагала и сразу вызывала доверие. И что казалось, что вот если этот человек говорит, что нужно вот это сделать, не только для нее, но и как бы для общего дела, это дело хотелось сделать в том числе и для нее. И, конечно, вот такой вот субъективный фактор, что во главе этого процесса, во главе восстановления разрушенного, очень сильно разрушенного дворца встала Анна Ивановна Зеленова, вот со всеми этими своими качествами, и она относилась к этому как к делу своей жизни. Вот этот субъективный фактор, фактор личности, да, в том или ином деле, он здесь сыграл одну из основных, наверное, имел основное значение, потому что ведь Павловск, по сути дела, первым был восстановлен среди наших пригородных дворцов. В конце даже 70-х годов Анна Ивановна, когда уже работы по дворцу фактически были закончены, решила даже без всякого финансового плана, не получая никаких разрешений в Комитете по культуре, начать потихонечку возрождение розового павильона. Ну, начали с фундаментов, потом решили, а что же делать? Он был деревянный. Ну, судили, рядили, решили сделать
строение из кирпича, а затем его обшить досками, с тем, чтобы внешне он напоминал розовый павильон. Очень много было позднее сломано копий, потому что и обвиняли ее тогда и в самоуправстве, и чуть ли не в компетентности. Но дело было начато, а затем оно было уже закончено уже после Анны Ивановны. И розовый павильон теперь одно из наших главных украшений. И совсем недавно мы освободились от страшного пятна войны. Это от захоронения немецких офицеров перед памятником Марии Федоровны. Но, к сожалению, еще одно кладбище есть. И, к сожалению, до сих пор мы еще ходим по этому кладбищу. Это кладбище испанской голубой дивизии на Парадном поле. Что-то спросили, я ответила и говорю, а это мои статуи, как ваши? Как это ваши статуи? Я тогда начал рассказывать, да вот так наши статуи. Я их выкапывала, я их вот сюда ставила. Ой, расскажите. И я стала рассказывать именно вот историю восстановления. А они мне говорят, ну и вы, конечно, ненавидите теперь всех немцев. Я говорю, ну почему? Почему я их должна ненавидеть? Те, кто вот это сделал, их уже нет, их Бог покарал, они на том свете. А эти, почему же? Я рада, что они приезжают, что видят нашу красоту, и пускай еще приезжают. А оказалось, что это женщина, эта группа немецкая, попросила, может с вами сфотографироваться? Я говорю, пожалуйста. Прислала письмо, вот она пишет, что очень довольна в память о нашей встрече, посылает мне фотографии и положила 20 евро, прислала. Я даже не ожидала. Ну что ж, спасибо. И я заметил, что Анна Ивановна одинаково интересуется работой не только научного отдела, не только ходом реставрации дворца, но и работой вот этого массового отдела, потому что она в нем видела возможность и даже для себя проявления какого-то такого вот творчества. Она сама писала некоторые сценарии этих праздников, пыталась вот в эту идеологическую рутину, которая тогда давлела над всеми учреждениями, а Павловск рассматривался именно как идеологическое учреждение, она пыталась внести вот что-то такое свежее, новое и оригинальное. Вот эта вот часть ее работы, она как бы, ну так, может быть, широко и неизвестна. Она творческих людей поддерживала, умела их защищать, и с искренним и большим интересом относилась к творчеству этих людей. И вот она приютила во дворце поэта Василия Битаки, который в 70-е годы вынужден был эмигрировать, сейчас во Франции живет, Константина Кузьминского, автора знаменитой этой антологии «У голубой лагуны». Он эмигрировал тоже в начале 70-х годов. Ну и, естественно, вышестоящие организации говорили, что Анна Ивановна там непонятно каких-то диссидентов пригрела. Кстати, и к творчеству художников я знаю нескольких человек, которых она так принимала и на временную работу, давала им какую-то оформительскую работу в Павловске. Также прекрасные были в то время вечера, концерты старинной музыки в Павловском дворце. И вот это вот как бы ее качество, оставаясь за рамками ее вот таких непосредственных директорских обязанностей, оно было, конечно, редким качеством для руководителя, тем более в то время для директора, который должен был как бы вот соблюдать свой идеологический имидж. Многие директора или бывшие политработники, или бывшие военные, или так далее. Здесь сидела дама, как будто бы никуда не торопилась, которая вежливо улыбалась, внимательно слушала, и я приняла ее за даму из управления.
И больше обращалась к заму по хозяйству со всеми своими просьбами. Вот. И только она сказала, а что девочке нравится, что она любит? Вот. И на этом, в процессе разговора я потеряла сознание, у меня была температура 40. И очнулась я уже в комнате Анны Ивановны Зеленовой, этой вот дамы, рядом с больной ее матерью, у которой было воспаление легких. И вот она разрывалась, не зная моего имени, а я не знала, что она директор, она разрывалась между мной, своей матерью и Павловским дворцом. Так произошла наша встреча. Я, конечно, войдя в эту семью, оберегала ее. И однажды, когда у нее был очень тяжелый день, он закончился 1:30 ночи, а в 2 часа ночи пришла какая-то женщина, тревожная, заплаканная, вся бледная. И я сказала, вы знаете, она только что уснула, ну придите через 5 часов. Ведь речь не идет о скорой помощи, врачебной помощи. Ну придите позднее. И женщина ушла. И вдруг Анна Ивановна говорит, а кто приходил? Я говорю, да придет завтра утром. Она вышла, быстро поднялась, оделась, вышла и говорит, у человека что-то случилось, а ты ее отправила куда-то. Вот иди, найди и приведи, иначе я совсем спать не лягу. Ну и, наконец, это шкатулка, сделанная рабочим Семеном Ермолаевичем Ермолаевым, когда он уже не вставал, когда его дни были сочтены. И принесла эту работу его жена Ирина Якимовна. Вот. Это тогда выпустили первую подборку видов Павловского парка в цвете. И он, распустив рукавичку своей внучки, вот эту вот розовую, сделал эту шкатулку. И когда Анну Ивановну спросили, а что бы вы взяли с собой в космос? Это был такой очень популярный вопрос. Она говорит, портрет матери и шкатулку Семена Ермолаевича. У нее на антресолях там была маленькая квартирка, она жила во дворце, он ей заменял все, в том числе и семью. Туда был проведен телефон, она, может быть, это вот следствие того, что она видела горящий дворец и понимала, что вот все хорошо, а в одночасье может быть стать все плохо. Она мне как-то говорила, я телефон держу у себя вот на антресолях, чтобы, если что случится, звонили не дежурному по администрации, а звонили мне. Она умела прощать, она умела не встать в такую позу административную. Она пыталась вникнуть, почему человек сделал то или другое. И в этом тоже была сила ее влияния на людей. У меня был по молодости случай такой, я прогулял, представляете, 3 дня. Прихожу к Анне Ивановне, это уже было, по-моему, в Северном корпусе, где у меня был новый кабинет. Она говорит, ну, вы наверняка какую-нибудь тут легенду обдумывали. Я говорю честно, да. Ну, а с чем связана там девушка или что? Я говорю, ну, отчасти. Ну и как? Хоть интересно было, хорошо вы время провели? Я говорю, да, Анна Ивановна, хорошо. Она говорит, ну, надеюсь, больше этого никогда не будет. Вы же понимаете, что вы совершили такой проступок, правильно? Я говорю, Анна Ивановна, никогда не будет. Ну, напишите там что-нибудь, что плохо себя чувствовал. Я написал объяснительно, что плохо себя чувствовал. На этом, но я больше никогда себе не позволял. Период первоначального восстановления был самым трудным и самым светлым в жизни небольшого коллектива. Со временем число сотрудников музея росло, менялось настроение. Первое упоение мирной жизнью, мирным трудом угасло. В управление культуры пришли иные люди.
И Анна Зеленова, интеллигентный и, главное, независимый по своему характеру человек, стала чужой для нового начальства. Анна Ивановна так и не смогла примириться с тем, что дело ее жизни попало в руки равнодушного к музею человека. И даже в ее смерти есть что-то такое символическое, потому что она была готова была работать в любом качестве. И поступили с ней очень нехорошо, отправив ее на пенсию ради того, чтобы устроить инструктора горкома партии, не буду называть ее фамилию, чтобы освободить место. Конечно, по отношению к заслуженному человеку, она уже тогда и ордена имела, орден Октябрьской революции, дворец был награжден орденом Дружбы народов. Тем не менее, так вот отправили ее на пенсию. Я скажу вам, все боятся. Казанцева Людмила Михайловна пришла. Знала я ее лично. Да, она работала в горкоме, ее нужно было оттуда подвинуть, и, значит, вот ей решили сюда. Человек, который абсолютно, вот полная, понимаете, противоположность. Человек, которому не нужно было, ей нужно было пробыть здесь 2 года, а потом куда-то еще, там или до пенсии, или что-то. Ей не надо было. Она людей сразу отодвинула. Она вот, совершенно другой человек. А решение принимал горком, и тогда попробуй ты против горкома. Не случайно мы в этом зале находимся, который вот еще хранит следы послевоенного времени. И, к сожалению, судьба Гатчины так сложилась, что таких помещений у нас еще много. А вот Павловский дворец, благодаря Анне Ивановне Зеленовой, был полностью восстановлен в 1970 году. И она всегда ответственно относясь ко всем делам, приехала в Гатчину в январе 80-го года, чтобы проверить новогодний праздник. Закутанная, потому что морозные были зимы, с Аделиной Сергеевной, и вокруг веселились ребятишки, но действительно грустное у нее было настроение. Потом вот мы пошли откушивать в ресторан, она очень любила угощать, мы закончили этот день вот так вот весело. И потом я с ужасом узнала, что через буквально несколько дней состоялось партийное собрание. Она написала письмо, по-моему, первому секретарю горкома, он тогда был такой Соловьев, значит, ну, со свойственной ей прямотой, несколько такое язвительное письмо, и показала его мне, прежде чем отправить. Я сказала, ну, нет, это не поможет. Это как бы, только это не в вашем как бы стиле. Это немножко похоже на такую кляузу, обиду. И вы знаете, она послушалась. Она меня отправила. Вот ее отправили на пенсию. Она как-то там то ли методистом, то ли кем числилась во дворце. И она готовилась к выступлению на партсобрании. Она только восстала против чего? Против совершенно откровенной лжи. Группки же там образовались. Мало того, что за спиной говорили, и потом на собрании пытались группки. Причем без обоснований. Ее воспитание и культура говорила о том, что ты должна сама бороться, никаких помощников, никого не втягивать, не приглашать. Начались какие-то интриги, начались какие-то проблемы, начались комиссии. Вот я говорил, что она любое дело доводила до конца и огромной ответственностью относилась к этому. Она несколько дней готовилась, как сказать, что всегда там нашлись люди после того, как она ушла, которые там что-то начали говорить, что вот такие-то были там промахи, такие-то. Это ее, конечно, задевало, но виду она не показывала. Но настолько она вот это, видимо, переживала, что именно на партсобрании, когда она только начала говорить, а у нее был основной доклад, вот случился сердечный приступ, она умерла. И потом трагические события, вот похороны, это было первое, можно
сказать, где я видела вот такие вот похороны. И это было, опять же, очень холодное время года, 16 января, и застывший Павловский дворец, площадь огромная, очередь, чтобы вот отдать последний, так сказать, Анне Ивановне. Такая черная толпа с цветами, молчаливая толпа, и это вот было прощание вот с удивительным человеком. Вся площадь была услана такими, весь плац вот этот вокруг памятника, еловыми ветвями. И гроб стоял в египетском вестибюле. И очень много народу было. Музейщики практически все приехали. Ну, конечно, и представители властей, и райком, и исполком. Помню, ее в гробу очень такое спокойное, я бы сказал, удовлетворенное чем-то лицо. Такое впечатление, вот лично у меня это осталось, что вот она удовлетворена или тем, что она сделала на этой земле, или тем, что она увидела там. Несмотря на то, что я сама работала в партийных органах, я была потрясена. И долго я не могла преодолеть барьер, и мне не хотелось приходить во дворец, но было больно. Больно за коллектив, который сплотила Анна Ивановна и который имел свой стиль, свой почерк. Понимаете, было больно за ту память, которую пытались как-то, отодвинуть на второй план. Это личный архив Анны Ивановны Зеленовой. Часть, то, что здесь хранилось когда-то у нее, было под рукой. Я, к сожалению своему, узнала, что это все выкинуто к нам на помойку, вот такой же январский или снежный день. Мне позвонили в Гатчину, я там работала, и мы вечером с шофером приехали сюда через забор, выкапывали в снегу многие документы, которые сейчас здесь находятся. После того, как Анны Ивановны не стало в 80-м году, этот кабинет занимали под всякого рода нужды, и только уже в 2000-е годы действующий ныне директор Николай Сергеевич Третьяков восстановил этот кабинет. И он же стал инициатором, чтобы Анне Ивановне Зеленовой присвоили посмертно звание почетного гражданина Павловска. И он же поставил вопрос о памятнике. Анны Ивановны Зеленовой нет уже 30 лет с нами, но каждый последний день февраля, вот уже 30 лет, в день ее рождения, собираются все без всяких объявлений. Вначале это были сослуживцы, коллеги, друзья, потом это были их дети, а теперь приходят их внуки и друзья внуков. И не только потому, что это был легендарный директор. Память о ней хранится во многих семьях Павловска, как память о родном и дорогом человеке. Есть прекрасная песня «Я люблю тебя, мой старый парк» и твои аллеи над водою. Вот я иду, напеваю. Это, вы знаете, отдых, радость, гордость. Мы выросли просто здесь. Это было самое-самое главное. Сияет солнце ярко, и по аллеям парка брожу я, словно много лет назад. А в нашем парке старом все так же ходят пары, и бабушки с внучатами сидят. Вы помните, когда-то мы были все внучата, и в этом тихом парке над рекой возили нас в колясках, рассказывали сказки, а парк шумел зеленою листвой. Я люблю тебя, мой старый парк, и твои аллеи над рекой.
рекою. Не забыть тебя, мой старый парк, столько связано с тобою. Ты всегда красив, мой старый парк. Солнце светит или бушует вьюга, я пришла к тебе, мой старый парк, как навстречу с давним другом. Посещают наш парк, любят его. Вот этого я очень рада. Мы уходим. Остается наша красота. И очень рада, что люди действительно любят. Только бы берегли его, только бы.